С кем нарциссу будет не скучно в отношениях. Это видео не столько для нарциссов, то есть людей с ярко выраженными нарциссическими чертами, сколько для тех людей, которые когда-то находились в отношениях с нарциссом. Или вот я часто получаю вопросы от женщин, которые были в отношениях с нарциссом, и вот переживают, что вот я пойду в следующие отношения, встречу мужчину, а вдруг он опять окажется нарциссом. Как так происходит, что вот у меня уже несколько раз такие ситуации были раньше, несколько отношений было, я что, их притягиваю, я что, как-то транслирую какую-то информацию, на которую ведутся нарциссы. Собственно, сегодня мы с вами и разберем, что ж за люди такие, которые нарциссов притягивают, что это за такие люди, рядом с которыми нарциссу будет не скучно. Чтобы вы примерно понимали, что происходит как в голове у такого человека с ярко выраженными нарциссическими чертами, так и, собственно, как-то понимали что-то про себя, насколько вы вообще привлекательны и лакомы для нарцисса. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. И сегодня мы с вами разбираемся в том, с какими же людьми нарциссу будет не скучно в отношениях. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первое, с кем нарциссу будет не скучно, это такой восхищающийся поклонник, вот такой тип человека. Мы знаем, что для нарцисса очень важно восхищение, чтобы им интересовались, чтобы уделяли внимание, какое-то признание ему давали. Потому что нарцисс так устроен. Его это шаткая, неустойчивая какая-то вот самооценка, он не уверен в том, что люди могут его любить, что он заслуживает, чтобы его любили. Ему нужно постоянно получать извне какое-то подтверждение своей значимости. Вот он его и может подтверждать. Это может быть, скажем, женщина, вот находится женщина рядом с нарциссом, он такой драматичный, харизматичный, яркий, она ему вот говорит: боже, ты такой просто вообще, у тебя такие перья разноцветные, там, грубо говоря. И ему интересно, вот женщина мной восхищается. Или, скажем, это может быть такой друг, вот два друга, и вот один вторым восхищается, там, ты такой молодец, у тебя все получается. Бывают такие отношения. Это может быть какой-то, знаете, такой подобострастный, лебезящий сотрудник, который, скажем, в каких-то своих либо карьерных интересах таких корыстных, либо просто есть такие люди, знаете, которые просто восхищаются всем вокруг, в том числе он и нарциссом восхищается. Вот такие люди, они для нарциссов интересны. Поэтому вы можете проанализировать себя. Если, скажем, вы про себя знаете, что вы такая вот экспрессивная, яркая личность, которая как-то не может удержать восторга по поводу вообще всего, а есть такие люди, это в принципе такой признак такой эмоциональной живости, то вот может быть, что таким образом вы можете немножко притягивать как-то нарцисса. Просто потому что кто-то другой не будет восхищаться его какими-то там, не знаю, статусными там признаками, так как вы это будете делать ярко и сочно. Соответственно, он на вас может как-то вот вестись. Второй человек, с которым нарциссу будет не скучно в отношениях, это конкурирующий оппонент. Я уже ранее говорил, что в принципе нарцисс любые отношения выстраивает как конкуренцию. Вот это же распространенная проблема, когда женщина встречается с нарциссом, а потом понимает, что он постоянно с ней конкурирует. То есть нарцисс постоянно себя сравнивает с другим человеком, и он должен, конечно, выиграть в результате. Соответственно, когда нарцисс где-то вот в своем кругу имеет вот такого конкурирующего оппонента, то вот эта вот конкуренция — это наиболее понятный ему способ выстраивания отношений. То есть это должна быть такая, знаете, сильная, харизматичная личность, но не представляющая прямой угрозы. Чтобы с ней можно было как-то вот так вот конкурировать, не знаю, как-то вот пикироваться, то и дело выигрывая, но иногда как-то вот и проигрывая. И нарцисс здесь испытывает такую смесь восхищения и раздражения. То есть он раздражается, что вот кто-то с ним конкурирует, но поскольку эта конкуренция такая, что ли, контролируемая, его никто прям не побеждает, то вот с таким человеком нарцисс может как-то, его может тянуть к нему. Знаете, вот такое соперничество с таким сильным человеком. Вот когда я его побеждаю, то тем ценнее это моя победа, потому что вот я такую вот сильную харизматичную личность все-таки смог в каком-то честном споре переубедить. Третий человек, с которым нарциссу будет не скучно в отношениях, это такой эмоциональный донор. Это человек, склонный к выяснению отношений, немножко эмоционально нестабильный. Скажем, если это нарцисс-мужчина, то вот если женщина будет истеричка, это будет вообще идеальная пара. Это пара, которая в своей такой вот какой-то нарушенности и расстроенности будет очень стабильной. Они вот друг к другу притягиваются. Нарцисс более такой вот структурный, а истеричка она более эмоциональная. И вот здесь вот у них постоянные такие вот выяснения отношений, драмы там какого-то космического масштаба. При этом нарцисс все-таки чувствует, как-то упивается, что он контролирует эту ситуацию, он упивается своим вот этим контролем эмоций своего партнера. И, собственно, нарциссу рядом с такой женщиной будет очень не скучно. Это будут очень яркие такие какие-то драматические, чуть ли не водевильные отношения. Все соседи, все родственники будут знать о всем, что там у них происходит, потому что это будет такая
какая-то яркая вообще управляемая катастрофа. Но вот с таким человеком нарцисс будет чувствовать себя каким-то вот живым. Поэтому, опять же, здесь очень важно понимать про себя. Если у вас есть какие-то там непроработанные вот черты, если вы понимаете, что вы как-то вот несет вас как-то в драму, в выяснение отношений, в ситуацию, где вы, ну, как будто бы сами разрушаете свое какое-то эмоциональное спокойствие, то, возможно, нужно поработать над этим. Обращайтесь, пожалуйста, записывайтесь ко мне на консультацию, потому что важно в себе разбираться. Бывает, что в определенных отношениях мы проигрываем какие-то вот сценарии, которые были заложены где-то в детстве. То есть вот вроде бы женщина взрослая, там, успешная, стабильная, все хорошо, но встречает мужчину, который чем-то похож на ее отца, чем-то похож на кого-то из ее, там, не знаю, юности. И вот она начинает вести себя совершенно так, как ей не свойственно. И, соответственно, запускает какие-то сценарии взаимодействия, например, вот, отношения с нарциссом. Потому что она начинает вот, становиться такой вот, ну, как бы эмоционально лобильной, такой вот, с истерическими чертами. И нарцисс тут, так сказать, он как акула на кровь просто приплывает. Для того, чтобы записаться ко мне на консультацию, под видео есть ссылки на мои соцсети, пишите мне там личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Все очень просто. Интеллектуальный провокатор. Это 4-й тип людей, с которыми нарциссу будет не скучно в отношениях. Здесь как все работает? Это какой-то умный, соответственно, интеллектуальный такой человек, статусный. Важно, чтобы он был, ну, занимал какое-то такое положение на работе или в обществе, чтобы многими людьми было признано, что он, ну, какой-то значимый. И вот он как будто бы вступает в провокации с нарциссом. То есть это может быть женщина, которая, ну, такая сама себя сделала, вот успешная, многие люди понимают, что она успешная. Это может быть какой-то мужчина, который, не знаю, там тоже, ну, какой-то вот он значимый такой, ну, никто не сомневается в том, что он действительно какой-то вот интеллектуал, который вступает в какие-то вот такие провокации. То есть, предположим, если это, скажем, мужчина-нарцисс и женщина, которая, не знаю, там, занимается своей какой-то работой, своим бизнесом, у нее есть много каких-то вот сфер жизни, и вот она начинает с ним спорить по поводу, скажем, ну, там, того, как должны быть устроены их отношения, или того, что там происходит в его работе или в ее работе. То есть, он понимает, что она его как-то вот интеллектуально подавляет, она может его, ну, как бы победить, но при этом он пытается все-таки как-то вот в этом споре выиграть. Для чего это нужно? Он пытается, ну, что ли, похитить ее идентичность. Нарцисс желает быть сам вот таким вот интеллектуальным, статусным и значимым, но поскольку он прямо не может это сделать, ему кажется, что если я приближусь к такому человеку, к интеллектуальному провокатору, и смогу где-то вот, не знаю, его все-таки переспорить, где-то вот пойти на эту провокацию и выиграть у него, то я как будто бы, ну, хотя бы на момент, на какое-то на мгновение почувствую себя таким, как он. То есть нарциссу очень важно, ну, как будто бы приблизиться к человеку, которым он хочет стать, чтобы как будто бы попытаться похитить его идентичность. Соответственно, я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда женщины, которые, скажем, очень много работают, у них очень много там разных сфер жизни такие прокачанные, но сфера отношений как-то вот, ну, почему-то она этим не занимается. И вот тут появляется какой-то мужчина с нарциссическими чертами, такой яркий, харизматичный, вообще просто такой бриллиант блестящий. И вот она начинает вроде к нему как приближаться и чувствует, что вот он, ну, какой-то такой странный, необычный. Он как-то реагирует не так, как вот все мужчины реагируют, а как-то пытается и вроде укусить, и женщину может вот к этому как-то вот непонятному мужчине как-то притягивать. Вот очень важно с этим разобраться, потому что часто бывает так, что женщины сами идут в разрушительные отношения от, что ли, ну, как будто бы излишней скуки и такой безопасности. У меня в жизни все так хорошо, все так размеренно, все так как-то вот нормально, что теперь, когда я какого-то такого психопатичного человека когда встречаю, он своей яркостью начинает прям как-то притягивать. У меня есть курс про отношения, где мы разбираем то, как понять, что ты находишься в разрушительных отношениях, как понимать, как ты туда попал, как из них выйти и как восстановиться после того, как ты вышел из таких отношений. Потому что часто бывает так, что из-за того, что ты зашел в разрушительные отношения, ты, соответственно, разрушился, получил очень много негативного опыта, очень много каких-то негативных установок на следующие отношения. И когда время проходит, кажется, что ну все, вроде бы какое-то все уже в прошлом. Когда ты идешь в новые отношения, вот весь тот опыт непроработанный, он тебя преследует, и в новых отношениях начинается какой-то такой же ад, который был вот в тех предыдущих, которые были разрушительными, ну просто по определению. Чтобы присоединиться к курсу, также под видео есть ссылка, вы можете зайти на страницу курса, посмотреть там общую информацию. Скоро я запускаю 5-й поток, и, пожалуйста, присоединяйтесь, мы будем вместе с вами работать, разбирать все эти ситуации. Очень интересно, от предыдущих потоков отзывы очень хорошие, людям действительно нравится, ну, что в свою очередь и мне нравится, потому что я постарался сделать такой, ну, курс, которым, в принципе, доволен. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас был опыт общения с нарциссом,
Как по вашему мнению, на что нарцисс велся в этих отношениях? То есть, что привлекает нарциссов в отношениях? С какими людьми нарциссу не скучно? Исходя из вашего опыта. Опять же, я предупреждаю, что вы пишите о себе, о своем каком-то личном опыте, только если понимаете, что это безопасно, поскольку комментарии, они публичны. Но если все-таки это безопасно, то, пожалуйста, пишите. Дело в том, что зрители позже смотрят, читают, что вы написали, пишут что-то свое, и получается такой, знаете, опросы, какие-то такая социальная широкая выборка, где люди понимают, как правило, на что ведется нарцисс, например, в данном случае. Это очень полезно. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, я вам буду благодарен. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.